Вау. Вау. Добрый день, дорогие друзья. Значит, перед началом нужно кое-что сказать. Димаш, наконец, стал народным артистом Казахстана, и его сестренка Раушан, я не знаю когда, открыла ресторан, который называется как? Правильно, Дайди Дау, Восстание. Поэтому, если вы из Астаны, то сходите в этот ресторан. Я бы сходил бы, но я не живу в Астане. Знаете, я думал, что эти новости я буду как-то говорить дольше, что ли, но это получилось слишком коротко, поэтому не забудьте подписываться и давайте начнем. Всем привет! Я рад тому, что вернулся и продолжаю делать реакции. И спасибо всем тем, кто написал комментарий и подписался, и лайкнул мое первое видео, которое была реакция на Pentatonix. И один из артистов, в котором я был заинтересован, но воздерживался от реакции, это... Dimash Kudaibergen. И... похоже, этот парень просто невероятен. И поэтому я прочел информацию о нем, чтобы узнать о нем больше. И все выглядит феноменально. Похоже, его диапазон это целых 6 октав. И он пел на 12 разных языках. И он играет на 7 разных инструментах. И он просто невероятен. И я буду делать реакцию на его песню, которая называется SOS D'Antarian en Détresse. Скорее всего, я произнес неправильно. Я не знаю многих языков, хотя я пел на 6 разных языках. И петь на многих языках, это, думаю, нормально для того, кто классически натренирован. Если вам интересно, я люблю петь на итальянском. Ну, давайте не будем тянуть и сразу же начнем. Я очень взволнован, как я уже говорил. И давайте посмотрим, на что он способен. Just turn up a little bit here. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. У него высокий голос. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai mûri pierre sur terre. It's covered in water. Хороший контроль дыхания. Хорошая плавная вибрато. Qui m'attire, voler. Одна вещь, которая впечатляет, помимо того, что его диапазон просто безумен, наверное, он даже не показал часть своего диапазона. Впечатляет то, как он переключается между регистрами. Я уверен, что вы слышали, что когда вокальные учителя, когда они делают реакции или что-то подобное, они говорят о певцах, и что у них есть разные регистры. Они говорят о головном, о грудном голосах. И один регистр, о котором я прочитал, так это его свистковый регистр. Это когда вы сокращаете свои связки очень-очень тонко, чтобы выходил этот свистковый звук. И Мэрайя Керри пользовалась этим, когда она пела свои песни, и мне нравилось слушать ее свистковые ноты.
Именно так он поет в таком широком диапазоне. И то, что впечатляет, особенно в его возрасте, так это то, что все его переходы между регистрами, они плавные. И это просто безумие. Вау. Давайте вернемся. И он снова поет низко. Очень экспрессивно. Как будто он не напрягается. Это было за гранью. Очень экспрессивно. Он все очень хорошо фразирует, что бы это ни означало. J'y crois comme près des autres, qualité notre monde. J'ai vu vivre pieds sur terre. Si je me sens le monde est Wow. Да, с чего бы мне начать? Это просто безумие. Теперь я понимаю, почему в комментариях было написано «самый лучший голос в мире» и тому подобное. То, на что он способен, это просто неслыханно. Знаете, я всегда поражаюсь, когда у вокалиста невероятный диапазон. Скорее всего, многие из вас слышали о Тиме Фаусте. Его диапазон близок к 5 октавам. Он поет низкие ноты, и он может брать такие низкие ноты, которых нет на пианино. Самая низкая нота, которую он спел, по-моему, это была нота ля диез субконтрооктавы. Но я думаю, что диапазон Димаша начинается с фа большой октавы, с бас-ноты. Там внизу. И его безумный верхний диапазон. Я думаю, он доходит до ре пятой октавы. По-моему, я такое читал. Если вы откроете пианино, ну вот у меня есть приложение на телефоне, и в случае Димаша ре пятой октавы вне пианино. Но да, он невероятен. И что после такого сказать? И то, что меня удивило, так это то, что он достаточно молод, что заставляет чувствовать меня старым. Думаю, он родился в том году, когда я поженился. В 94-м. Он уже хорошо поработал над своим даром, и это можно понять по его переходам и так далее. Он над этим работал. Что-то из этого от природы, но по-любому надо над этим работать, чтобы понять, что чувствует голос, когда ты переключаешься между регистрами, а также его экспрессивность, его фразирование, знание того, когда надо выстраивать динамику, и знание того, когда надо применять чувства во время пения. Это то, чему вы учитесь как исполнитель со временем и опытом, и когда вы действительно работаете над этим. Так что у него все в избытке. Я был бы рад услышать больше его песен, потому что это феноменально. И да, если вы слышали другие песни Димаша, то, пожалуйста, напишите их в комментариях.
А также, пожалуйста, поддержите канал, подпишитесь, поставьте лайки, напишите комментарии. И у него под видео будут ссылки, если вам интересно о его песнях, о его выступлениях. Так что, если вам интересно, милости прошу. А также этот джентльмен является автором книг. Он пишет фэнтези. Итак, снова, если вам интересна его литература или его выступления, то все ссылки будут у него под видео, которые вы можете найти под моим видео. Ссылку на его видео. На этом у меня и у него на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока.